Дорогие друзья, все мы знакомы с детства с заветом дедушки Ленина. Учиться, учиться, еще раз учиться. А я говорю по-другому. Работать, работать, еще раз работать. Если помните, когда мы проходили историю еще доисторического периода, да, становление человека человеком, мы говорили, труд сделал из человека человека. Труд. Талант, он дан. Знание приобретается. А все это можно осуществить только одним способом – работая. Без этого никак. Люди ленивые на самом деле очень часто ищут причину своей лени, ищут оправдание себе. Вот у меня не было поддержки, у меня не было помощи, поэтому я ничего не достигла или не достиг. Друзья мои, если мы читаем, изучаем жизнь людей, известных мировых знаменитостей, то мы видим, что им никто не помогал. Та же самая Мадонна копалась в мусорке, чтобы что-то вытащить и съесть, потому что отец воспитывал 6 детей один и просто не мог справиться, не успевал. Для того, чтобы не расстраивать отца, она не говорила о том, что голодна. Много таких примеров, великое множество. И каждый из этих людей поднимался сам. Известный режиссер Анри Верно, который армянин французского происхождения, говорил, что ждал брата со школы, чтобы одеть его обувь и тоже пойти. Но он стал известным режиссером. Я даже не знаю, этих примеров настолько много, что стоит ли их приводить. Можете просто открыть и прочитать жизнь любого знаменитого человека. Любой миллиардер, мультимиллиардер, я не знаю, известный актер, известный бизнесмен, хоть кто, до того, как подняться до таких высот, разорялся много раз. Люди, которые в Москве чего-то достигли, люди, которые здесь вышли на сцену, люди, которые создали свой бизнес и прочее, 15 лет, 20 лет здесь трудились и, я не знаю, шли вперед очень упорно, прежде чем чего-то достигнуть. Тот же самый вами любимый Андрей Малахов говорил, что он 8 лет подавал кофе и чай в Останкино, прежде чем его заметили, и он стал известным телеведущим. Море таких примеров. Работать нужно, дорогие друзья. Знаете, когда человек ерундой мается, как правило, его вся энергия уходит на агрессию, ненависть, потому что он видит, что те, которые впереди него, да, идут, достигают определенных высот, что-то хотят делать в этой жизни, к чему-то стремятся. И от этого агрессия еще больше добавляется. Мне хочется таким людям сказать, работать не пробовали? Попробуйте поработать. Очень помогает. Если у вас один план провалился, еще раз сделайте. Вы знаете, всегда, когда уже у вас почти цель вот уже достигнута, осталось чуть-чуть, вот именно в этот момент человек устает и опускает руки. Это проверено. Как только вы чувствуете, что все, больше не могу, это и есть тот момент переломный, когда уже все должно было закончиться. Всегда помните об этом. Момент отчаяния – это и есть уже момент развязки, заканчивания. Это как внутреннее чутье какое-то, которое дается нам силами. Понимаете? Еще чуть-чуть осталось, немножко. И, как правило, человек, который отказывается от своей мечты, в этот момент отчаяния очень жалеет потом, потому что оказывается, что уже практически было все, уже оставалось чуть-чуть перетерпеть. Трудности даются человеку для того, чтобы человек не отупел, если уж честно. Потому что, когда у нас есть определенные проблемы, мы ищем решения. И у нас мозг выдает разные решения, там всякие.
можно вот так сделать, можно то сделать. Все люди, которые создали корпорации и прочее, прочее, были вначале просто мечтатели. И все над ними смеялись, мол, да ладно тебе, это не так легко создать. Люди ничтожные всегда будут пугать вас, что это нелегко, это нереально, это, такое не может быть. Но те, которые поднялись, тоже не боги были. Тот же наш дорогой Антонио Бандерас, который разносил пиццу, играл в женских костюмах, чего он только не испробовал, пока не стал голливудской звездой. Теперь он уже свои духи производит и прочее, прочее. Каждый человек шел к этому очень трудно, очень долго и очень такими нелегкими путями. Те, которые легким путем достигли чего-то, это были пятиминутные звездочки, засверкавшие на небосводе 5 минут и ушли. А мэтры, понимаете, а те, которые остались, это, как правило, люди, которые шли к этому медленно, своим трудом. Как-то Иосиф Кобзон сказал, все мне завидуют и ненавидят за то, что я лучше всех живу, а я им говорю, попробуйте дать в день по 5-6 концертов. И живите хорошо, кто вам мешает. Он жил в больнице, он договорился, попросил друга, тот выделил им маленькую комнату. Прямо в больнице они жили с женой. Сейчас это один из самых богатых людей России. Попробуйте, да? Мария Каллас говорила, меня упрекают в том, что я получаю денег больше, чем президент Италии. Так пусть он попробует спеть. Понимаете, дорогие друзья, человек, который работает, человек, который стремится, который хочет, у него всегда будет. Он не пропадет. Он потеряет, снова поднимется. Потеряется, потому что у него есть навыки, потому что он привык, он знает все пути, все ходы, он знает, как идти вперед, он знает, как сделать то, как сделать это и так далее. Неработающий человек, человек, который ни к чему не стремится, человек, который просто сидит и живет чужой жизнью, ну, что у него может быть? Вот люди, которые, может, приходили ко мне, да, обращались год назад, да, где-то так, 1,5. И когда я с ними, общаясь, просто объяснила, я сказала, народ, вы забудьте об эмоциях, о боли, это все проходит. Вы просто делаете свое дело, работаете, вот стремитесь. Пусть они скажут сегодня, что они достигли определенных высот, что многие из них отделились, у многих из них есть свои уже квартиры, дома. Почему? Потому что они отключайте эмоции, не оглядывайтесь на то, что про вас говорят, что о вас думают. Думайте, говорить о вас могут только люди самодостаточные, но самодостаточный человек не будет ерундой заниматься. Человек, который счастлив, у которого все хорошо и прекрасно, никогда не считает чужие деньги, чужие подарки, чужую жизнь не лезет, не наблюдает. Не нужно этому человеку это все, потому что у него свое есть. Он настолько доволен своей жизнью, своей судьбой, что ему все равно. Вот я иногда смотрю, да, на сайты, иногда смотрю определенные ролики, я вижу, что там чушь. Мне смешно. Но я же не пишу там, это чушь, это ерунда, это то. Чушь и чушь. Для меня это чушь. Я прошла мимо. Мне это не интересно. Мне все равно. Я не хочу уколоть этого человека. Я не хочу укусить его, знаешь, ужалить, что-нибудь сказать, потому что мне это не нужно. У меня настолько насыщенная своя жизнь, что чужая жизнь меня не волнует. Я просто увидела, что это не мое, и прошла дальше. Такая психология у человека работающего. Работа – это не только вот физическая работа или умственная работа. Работа над собой. Стремление к чему-то. Когда человек планирует, понимаете? Когда он хочет, вот он видит вот это и думает, я бы хотел еще лучше создать. Я еще лучше хочу сделать. Вот я хочу и вот так вот сделать. Я хочу... Если ты делаешь, изготавливаешь торты, скажем, ты смотришь и говоришь, вот я хочу еще вот такого типа, мне нужно купить такие формы и такие тоже изготавливать. Я бы хотела открыть кондитерскую. Понимаешь, у тебя мечта, у тебя стремление. И твой мозг воспроизводит постепенно все, что у вас в жизни есть в данный момент вокруг вас. Это плод вашего мозга, работы вашего мозга. Вот все, что вы имеете. Когда вы в голове что-то планируете, обязательно это воплощается в жизнь.
Вы идете по улице, друзья мои, вы видите здания. Эти здания кто-то проектировал, кто-то оплатил эти здания, кто-то строил. Это все работа мозга, которая теперь уже материально, вы это видите, правда? Но у кого-то в голове это назрело для начала. В голове этот план назрел. Он взял, начертил это на бумаге. Он уже увидел свой план. А потом это осуществил. Я вам как-то рассказывала, что я несколько лет назад взяла и на бумаге написала. Писать нужно не в будущем, как бы, времени, не в будущем времени, а вот в настоящее время. У меня есть то, у меня есть это, у меня есть то, это и так далее. Я случайно наткнулась на это листочки. Я увидела, когда я тогда писала, я думала, слишком нескромные у меня запросы. Будет ли? Я взяла, написала. И я когда сейчас развернула, я сказала, слишком мало я что-то написала. Я большего достигла. Понимаете? Никогда не сомневайтесь, что вы можете, что вам дастся. Потому что те, которые чего-то достигли, но не боги они такие же люди, как вы. Покопайтесь в голове, какие у вас есть таланты. Вы хотите денег заработать? Отлично. Подумайте, что я могу еще сделать. Вот помимо моей профессии, что бы я еще сделала? Что мне понравилось бы? В чем я бы могла усовершенствоваться? Например, могу ли я еще стричь? Могу ли я еще изучить вот парикмахерское вот это вот искусство, вот это ремесло? Это тоже отличная вещь. Или могу ли я, например, изготавливать там, я не знаю, печь торты, и это сделать, то поищите в голове то, что вам бы приносило не только доход, но и удовольствие. Удовольствие изготавливать что-либо. Я, например, могу сказать, что я очень неплохо готовлю, но я бы не сказала, что последние годы я прям готовлю, так, слегка. Мне некогда, у меня нет времени на это все. Но в любом случае, есть у меня эта способность, да, я это люблю, мне это нравится, но редко. Но я бы не смогла сделать это своей профессией, работать поваром, потому что это для меня хобби, это удовольствие мне приносит, но не работа для меня это. А есть люди, которые очень любят это делать. Почему бы им, например, не пойти, не обучиться, не официально не взять документ о том, что ты еще и можешь хорошо готовить, и попробовать себя еще в этом отрасли. Никто же не держит вас. Да, может быть, хирургию вы освоить не сможете сейчас, но вы можете, если вы хорошо готовите всегда, да, официально это все сделать, еще и обучиться еще больше, глубже это изучить, и вот пойти по этой профессии, если вот эта профессия вас не очень устраивает. Я к тому, что мы ленимся поменять жизнь, нам лень что-либо новое сделать, и все валим на судьбу, на случай, на то, что помощи нет со стороны, а помощи не будет. И не должно быть, и никто вам ничем не обязан. Запомните это, вы никому тоже не обязаны в этой жизни. Если кто-то вам поможет, прекрасно, спасибо большое. Не поможет, значит, так и надо было. Не вините никого. Ищите сами этот выход. Но самое главное, что я хочу вам сказать, дорогие друзья, когда у вас стресс, когда вам плохо, отключите это все и работайте. Отдайтесь работе. Работа спасает. Многие люди, которые это слышат сейчас, скажут, что работа спасает. Умирал ли близкий человек, была ли катастрофа в жизни, что люди отдавались полностью работе. И самые лучшие блистательные моменты карьеры людей – это времена их стресса, депрессии и прочее. Самые лучшие поэмы писались во время депрессии. Самые лучшие фильмы снимались во время депрессии. Тот же самый Брэд Питт, который всемирно известный актер, после расставания с любимой женщиной сказал, я должен был отдаться либо алкоголю, либо работе. И я решил, что лучше отдаться работе. И он снялся сразу во многих картинах, это его прославило. Боль прошла, и разлука прошла, и он встретил другую женщину, полюбил. Мы знаем, да, их биографию. Но вот то, что он сделал, осталось, это принесло ему славу. Для начала сделать себе имя, потом это имя будет работать на вас. Неважно, кто вы. Хороший учитель, хороший повар, хороший парикмахер. Сделайте сначала себе имя. Не думайте о деньгах изначально. Вот если это мне деньги не приносит, тогда нет. Изначально думайте о том, чтобы хорошо сделать свою работу. Когда вы нацелены на то, чтобы хорошо сделать то, что вам
должно, положено делать, деньги вместе с этим приходят. И слава приходит, и признание, и благодарность в любой сфере. Поэтому, дорогие друзья, мой вам совет. Единственный выход выйти из трудностей, единственный выход забыть горести там прошлой жизни или какие-то там неурядицы в жизни. Единственный выход достичь чего-то, единственный выход стать самодостаточным человеком, обрести уважение людей и прочее, прочее в любом поприще – работа, труд и больше ничего. Человек, который ничего не хочет, ни к чему не стремится, кому он нужен в этой жизни, скажите, ну кто он? Я вам расскажу историю известного дудукиста. Я думаю, многие знаете, Дживан Гаспарян. Вот его приглашают режиссеры Голливуда. Часто он играет в фильмах. Например, в «Гладиаторе» он тоже участвовал. Вот играл его мелодия. Именно его игра. Хотя это можно хоть диск поставить и просто фильм. Его игра настолько обворожительна. Вы знаете, что он играет уже с 11 лет. Сейчас вот внука приучает уже к себе, к публике и так далее, потому что он уже преклонного возраста человек. Так вот, он рассказал, что он знал мастера, который изготавливал дудук. И настолько он хотел попробовать научиться, что он украл дудук. Украл и сбежал. И вот месяцами ходил в лесах и играл, потому что боялся, чтобы никто не видел. Через несколько месяцев он решил вернуть дудук, потому что его совесть замучила. И когда он пришел, кстати, он был сиротой. Когда он вернулся и признался мастеру о том, что он украл, тот сказал: ну раз украл, значит, играл на нем. Сыграй, я посмотрю, как ты научился. И когда он сыграл, тот ему говорит: отдай этот дудук мне, и подарил отцовский свой дудук. Он сказал: ты это заслуживаешь. Работа, стремление ребенка сделало его мировой известностью. Абсолютную сироту, которую никто не собирался ни обучать, ничего. Понимаете? На дудуке играют в Армении очень многие. Но не всех можно назвать мастерами, мэтрами, не всех можно назвать известными дудукистами. Хотя играют все. Ну, как бы многие, много кто играет. Но кто-то играет на свадьбе до старости лет, а кто-то выходит на мировые сцены. Разница есть? Подумайте над моими словами, дорогие друзья, и всегда ищите ошибку в себе. Если ты чего-то не достиг, значит, ты виноват. Если у тебя окружение не совсем такое, которое тебе нужно, ты виноват, ты не тех людей подпускаешь, сделай выводы и больше так не поступай. Умейте себя прощать. Мы все люди, мы можем ошибаться, мы не боги. Не надо себя грызть и уничтожать за то, что я не с тем человеком связалась, я не то... Вычеркни прошлое, иди вперед. Оглядываясь на прошлое, ты просто попой становишься к будущему своему. Этого делать не нужно. И еще раз скажу, как дедушка Ленин, работать, работать, еще раз работать, хоть в любой сфере. А для того, чтобы вы еще раз поняли, который час, пока вы спите в тепленьких постелях, я работаю. И вот эта работа дает мне возможность наперекор всему, назло всему, все равно идти вперед. Единственный секрет того, что я самодостаточный человек и не боюсь будущего, это работа. Учтите. Талант, умение, знание – это прекрасно. Но если человек их не будет развивать, если он не будет их осуществлять и стремиться вперед с этим всем, у него ничего не будет. Сколько талантливых людей в земле лежат, так ничего и не достигнем. Всем удачи!